Хамзат Чимаев выходит на первую защиту титула против принципиального соперника Шона Стрикланда. Большой бой, большой конфликт. И лишь одному получится выйти из клетки чемпионом, осталось лишь узнать, кому именно. Привет, друзья мои! Хамзат Чимаев и Шон Стрикланд действительно наделали много шума в преддверии их встречи. Но знаете, что самое удивительное? Обычно, когда между бойцами большая разница в коэффициентах, это означает отсутствие интереса, интриги, а вследствие и бой ждут меньше. Но эта встреча как раз исключение из правил. 1.17 на победу Хамзата Чимаева и 5.30 на победу Шона Стрикланда. Разница колоссальная, однако бой ждут все равно. Почему же? Сейчас разберемся, а перед началом обязательно заглядывайте в наш телеграм-канал Калугин ММА, там будет и прямая трансляция поединка, и розыгрыш 10 телеграм-подарков с Хамзатом Чимаевым. Совместно с телеграм-каналом Армана Цурукяна мы уже запустили. И конкурс, в том числе от моих новых партнеров BC Game. Если хотите подкрепить интерес к бою, ничем не рискуя, то заглядывайте в телеграм-канал, забирайте плюшки от наших партнеров, а они у них щедрые. Ссылочка на телеграм-канал в описании, QR-код на экране, мы начинаем. Так почему же, несмотря на отсутствие большой интриги в поединке, он вызывает такой ажиотаж? Да все потому, что между парнями конфликт не наигранный, по крайней мере на первый взгляд. Когда-то Хамзат и Шон даже тренировались вместе в зале Extreme Couture. И эти времена они вспоминают по-разному. Хамзат говорит, что выигрывал спарринги с Шоном. Стрикланд заявляет, что Хамзат всегда выбирал себе слабых оппонентов для спарринга. Лепту в этот большой конфликт, конечно, по большей части внес Шон Стрикланд. Уже и не сосчитать количество его колких высказываний в адрес чемпиона. Хамзат же реагирует на некоторые высказывания, но достаточно редко. Шон даже бросил фразу, что ставки настолько высоки, что проигравший будет, извините, но это цитата, жрать говно до конца своей жизни. А вот победитель может хвастаться. И кто же победит, давайте разберемся. Стиль Хамзата давно всем известен. Его ультимативной борьбе никто не может противостоять. И знаете, в UFC редко бывают настолько доминирующие бойцы. На ум сразу приходит Хабиб Нурмагомедов. И вот что с Хабибом, что с Хамзатом, учитывая, что поражений нет, все вынуждены цепляться лишь за эпизоды. Мол, помните, как Джонсон попал по Хабибу? Так и с Хамзатом. Все ему припоминают сложные бои там с Бёрнсом или Усманом. Но сложные они были лишь в эпизодах, итог-то всегда оставался одним – победа Чимаева. Возможно, чемпиона эти разговоры даже замотивировали, потому что в двух его последних боях не было и намека на конкуренцию. Роберта Уитакера он задушил в середине первого раунда. Уитакеру потом пришлось вправлять вдавленные зубы обратно. Эта победа позволила Хамзату выйти на титульный поединок с Дрикусом Дюплесси. Тогда многие ждали, что Чимаев сумеет одержать победу, но мало кто думал, что это будет настолько неконкурентный поединок. Почти 22 минуты контроля из 25 возможных. Да, бой вышел скучным, но в одну калитку. Дрикус, про которого думали, что он сможет хоть немного потягаться в борьбе, проиграл титул без единого намека на победу. И вот в такой форме Хамзат подходит к поединку с Шоном Стрикландом, у которого сильные стороны значительно отличаются от сильных сторон Хамзата. Реднек всю свою карьеру побеждает за счет стойки. Причем назвать ее разнообразной или креативной нельзя. Да, защищается он немного нестандартно для ММА боев, больше так по-боксерски. Но вот в атаках все по классике: джебы, кроссы и давление. Шон постоянно давит и бьет, почти все победы он одержал в такой манере. Яркий пример — последний поединок с Эрнандесом. Шон отзащищался от проходов Энтони и без остановки давил на него, забрасывая ударами. И казалось бы, кардиомашина Эрнандес, но все равно дала сбой. Он элементарно не выдержал давления от Стрикланда и был нокаутирован.
Именно этот поединок и дает хоть какую-то надежду на конкуренцию в бою с Чимаевым. Да, стиль Эрнандеса и Чимаева нельзя назвать одинаковым, да и уровень бойцов разный. Но все же Энтони тоже всегда славился надежным контролем внизу. А еще больше интриги к предстоящей встрече подкинул, кто бы вы думали, Дрикус Дю Плесси. Тот самый парень, который в последних боях как раз дрался и с Хамзатом, и с Шоном. И вот он заявляет, что удары у Шона тяжелее и он сильнее физически. Мол, перевести и удержать его внизу будет крайне сложно. И в этом есть доля правды. Несмотря на то, что Шон это боец стойки, у него хорошая защита от проходов. А если кому-то и удавалось его повалить, то удержать внизу нет. Опять же, здесь делаем акцент на том, что ни один из соперников Стрикленда не обладал такой агрессивной и сильной борьбой, как у Чимаева. Ну и хочется вспомнить бой Шона с Адесаньи. Тогда Израиль шел сразу после победы над Перейрой, был в своем прайме, и не нашлось ни одного человека, кто бы мог предположить, что он сумеет перебить чемпиона. Но именно это и сделал Шон Стрикланд. К слову, коэффициенты на тот бой были абсолютно такими же, как сейчас в бою с Чимаевым. Так что Шон апсеты действительно совершать умеет. Что если физической силы действительно хватит, если уж не защищаться от проходов, то хотя бы подниматься после тейкдаунов? В таком случае поединок может сложиться непредсказуемо. А в стойке вырубить Шона практически невозможно, только если ты не бьешь как Алекс Перейра. Но давайте теперь серьезно. Будем отталкиваться не от того, что возможно в теории, а о том, что наиболее вероятно. Хамзат Чимаев — это новый большой опыт для Стрикленда. С бойцами подобного калибра в плане борьбы он не бился никогда. А вот для Чимаева Стрикленд — это ничего нового. Физически сильный был Камару Усман, хороший ударник был Роберт Уитакер, универсал был Дрикус Дю Плесси. Парней, которых Чимаев прошел в одну калитку, абсолютно точно не назвать более слабыми. Напомню, что тот же Дрикус дважды одолел Стрикленда. Шансы у Шона могут появиться в теории, разве что в поздних раундах, если вдруг он серьезно превзойдет Хамзата по кардио. Что представить возможно, но даже это не гарантирует то, что он сумеет переломить ход поединка. Возьмите бои против Усмана или Бернса, даже потратив значительную часть сил, Чимаев не сдается. Он умеет переживать критические моменты. Поэтому, если нужно делать выбор, то он очевиден – победа Хамзата Чимаева. Классические переводы вниз и удержание либо до гонга, либо до сабмишена. Я выбираю победу Чимаева, но давайте хотя бы помечтаем о конкуренции. Что нужно сделать Шону, чтобы этот бой из одностороннего превратился в конкурентный? И я тут вижу две важные вещи. Первое. Переводы неизбежны, и в первом раунде можно даже не пытаться вставать. Звучит смешно, но это правда. Пока Хамзат свеж на 100%, он будет бороть тебя до талого. Стрикленду нужно сосредоточиться на защите в партере и потратить меньше сил, чем Чимаев на старте. А начинать уже включаться и стараться подниматься на ноги только со 2-3 раунда. И самое главное, я бы даже сказал ключевое, Чимаев далеко не всегда работает внизу активно. Яркий пример, опять же, последний бой с Дрикусом Дю Плесси. Стрикленду нужно в те небольшие отрезки, пока они будут находиться в стойке, сыпать джебы без остановки, давить, бить и еще раз бить. В таком случае есть шанс не только на лаки панч, но и на то, чтобы выиграть раунд. Ведь даже одна крайне активная минута в стойке с опасными атаками может перекрыть 3-минутный контроль без акцентированных ударов, что в боях Хамзата встречалось. Но, опять же, это все так фантазии, чтобы хоть как-то разогреть в вас интерес. А тогда Чимаев должен выходить и забирать поединок в таком же доминирующем стиле, как 2 боями ранее. Как все получится в итоге, увидим на UFC 328. Обязательно пишите в комментарии свое мнение, может быть оно у вас значительно отличается от моего, будет интересно почитать. Прямую трансляцию можно будет найти в нашем телеграм-канале Калугин ММА, там же и видео финиши после боев, разные подгоны, розыгрыш телеграм-подарков, я уже говорил об этом в начале. Так что обязательно заглядывайте, ссылочка будет в описании, увидимся с вами именно там. Пока-пока.